Ваша дитина часто страждає на кашель, а ви серед розмаїття аптечних пропозицій не можете обрати дійсно ефективний препарат? Доктор Комаровський зараз усе розставить на свої місця. Мімішка – морозиво з натурального молока. Морозиво Мімішка створене для найдорожчого у світі. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Вопрос про кашель, точнее, про лекарства от кашля, читаю. Есть ли какие-то общие рекомендации, как выбрать лекарство от кашля? Ребенку 3 года, ходит в садик, болеет и кашляет довольно часто. Очень хочется иметь в домашней аптечке что-то эффективное от кашля, чтобы было под рукой. А в аптеках столько препаратов, что глаза разбегаются, и какой выбрать непонятно. Да. Итак, какое же лекарство от кашля выбрать? Ну, прежде всего, надо знать, что есть 2 группы лекарств. Лекарства, собственно, от кашля, то есть лекарства подавляющие, как бы отключающие кашель, и так называемые отхаркивающие средства. Лекарства, воздействующие на слизь, на мокроту и облегчающие ее откашливание. Лучше народными средствами. Мама, Сразу же отметим, что кашель в подавляющем большинстве случаев для организма жизненно необходим. Это самый эффективный способ очистки дыхательных путей. И бывает крайне мало таких болезней, при которых кашель вредит. Он не полезен, он не приносит никакой пользы организму. В любом случае, назначать лекарства от кашля, то есть лекарства именно отключающие, устраняющие кашель, может только врач. Это лекарства очень серьезные, и используются они при достаточно нестандартных ситуациях. Ого, послушайте. я записываю. Родители в порядке самолечения никогда и ни при каких обстоятельствах не имеют права использовать противокашлевые средства. С отхаркивающими средствами ситуация попроще. Как бы увлажнить кашель хочется всем, облегчить его хочется всем, и выбор лекарств огромный, и так и чешутся руки хоть как-то ребенку помочь. В то же время обращаю внимание на тот факт, что отхаркивающие средства воздействуют прежде всего на нижние дыхательные пути, на бронхи, на легочную ткань. То есть использование отхаркивающих средств при болезнях верхних дыхательных путей, то есть при большинстве острых респираторных вирусных инфекций, как правило, не имеет никакого смысла. О, как? Поэтому самыми эффективными отхаркивающими средствами, которые используются в порядке самолечения, были, есть и будут обильное питье и чистый, прохладный, влажный воздух. Спасибо, доктор.